Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить модели автомобиля Fiat 1500 в масштабе 1:42. Этот автомобиль производился на московском заводе Кругозор, предположительно с конца 70-х или начала 80-х годов. Дата окончания производства точно неизвестна, но модели этого завода перестали производить в 2005 году. Реальный итальянский автомобиль Fiat 1500, как и его аналогичный вариант Fiat 1300, выпускался с 1961 по 1967 год. Автомобили были спроектированы на замену Fiat 1200. Модели 1300 и 1500 были практически одинаковыми, но отличались объемом двигателя, что и было отражено в их названиях. Машины выпускались в версиях седан, универсал и кабриолет. Все они имели немного разный стиль кузова, но при этом на них был установлен один и тот же двигатель на 1,3 литра мощностью 60 лошадиных сил и 1,5 литра мощностью 73 лошадиных сил. Новаторской особенностью в то время была установка дисковых тормозов спереди на этих Fiat. Всего за все время было произведено почти 2 миллиона экземпляров этих Fiat в разных версиях по всему миру. Fiat 1500 от московского завода Кругозор был ремейком на итальянскую модель Mebi Toys. Сравнивать эти две модели по качеству не имеет особого смысла, так как итальянец сделан из металла, а московский ремейк из пластика. Конечно же, итальянец гораздо качественнее, красивее и солиднее выглядит во всех отношениях. Итальянца скорее правильнее сравнивать с другим ремейком от Запорожского титано-магниевого комбината, который сделан из металла. Но это совсем другая история, которая не относится к этому обзору. Fiat 1500 от завода Кругозор, как я уже сказал ранее, сделан полностью из пластика. Открывающимися частями у нее являются только передние двери. Модель является разборной, так как на днище есть шуруп. Ничего особенного в этой модели в принципе нет, если не учитывать тот факт, что этот ремейк очень редко попадается в продажу. Цена на него не заоблачная, но все-таки найти его в хорошем состоянии задача не из легких. Наверное, это связано с тем, что их выпуск был прекращен раньше, чем других моделей завода Кругозор. Также этот Fiat 1500 очень хрупкий, и скорее всего много его представителей было уничтожено в песочницах очень давно, еще в советское время. Московский Fiat 1500 в процессе производства подвергался некоторым изменениям и разным комплектациям. Самые ранние модели характеризуются прежде всего тем, что у них на днище отсутствует шуруп и отверстие под шуруп. Также, кроме другого шрифта в названии модели, на днище присутствует под задним мостом надпись масштаба 1:42 и еле видная надпись на итальянском Scala. В принципе, эта надпись слабо просматривается во всех моделях, как ранних, так и поздних. Под передней подвеской есть каталожный номер А2. Форма логотипа завода по размеру более крупная, чем в поздних моделях. Нижние пороги под дверями производились более тонкими, без утолщений. Из-за этого модель получилась хрупкой в этом месте, и часто можно увидеть ранние модели с большими щелями между днищем и порогами. Стекло в этот период устанавливалось с 3 отверстиями и с итальянскими надписями. Колеса устанавливались хромированные с 10 углублениями на дисках и широкими шинами. В ранний период возможна установка шин не только черного цвета, но и, например, белого. Стандартный цвет салона, как правило, был черный, но в ранний период встречались и другие, например, синий. Следующий вариант Fiat 1500 имел все те же признаки, но на днище появилось отверстие, через которое днище крепилось шурупом к корпусу. Позже появился вариант, который комплектовался нехромированными серыми дисками с 8 выпуклыми выступами. Самый поздний Fiat 1500 производится уже без указания масштаба и каталожного номера на днище. Логотип завода по размеру становится меньше и штампуется внутри овала. Шрифт нанесения названия модели меняется и так до конца производства. Для повышения надежности корпуса нижние пороги под дверями стали производиться с утолщениями. Колеса стали устанавливаться стандартные хромированные с дисками, как и у других моделей завода Кругозор, у которых 8 выпуклых выступов. Этими колесами модель комплектовалась до самого конца производства. Стекло внутри салона видоизменялось и стало без итальянских надписей и с одним отверстием. Также некоторым отличием модели является днище, в передней части которого деталь передней подвески несколько отличается.
В более ранних моделях эта деталь с разрывом посередине, а в более поздних она цельная. Скорее всего, это связано с тем, что ранние днища были полной копией итальянских пресс-форм, на которых спереди в этом месте был шуруп, из-за которого этот разрыв и получился. В поздних моделях пресс-форму или доработали, или новую сделали, и этот разрыв пропал. Непонятно только, почему эта доработка пресс-формы также коснулась глушителя, который почему-то обрывается перед задним мостом и висит в воздухе, а потом опять продолжается. Наверное, что-то пошло не так при ремонте или доработке пресс-формы. Коробок на эту модель было два варианта. Первые выпуски упаковывались в индивидуальные коробки, а позже уже в разноцветные универсальные коробки для всех моделей этого производителя. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Если вам интересны масштабные модели от завода Кругозор, то на моем канале есть еще несколько обзоров. Ссылки на них сейчас появятся у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч на моем канале.